Сегодня мы расскажем о пенсии, денежных выплатах и льготах для гражданина, имеющего инвалидность третьей группы. Пенсия по инвалидности третьей группы. Гражданин с инвалидностью третьей группы может оформить социальное обеспечение в виде социальной или страховой выплаты, а также получить доплаты в виде ЕДВ и набора социальных услуг, региональной доплаты из-за иждивенцев. Кроме денежных выплат, гражданин имеет право на получение различных льгот, включая оплату ЖКХ, налоговые и трудовые льготы, весь перечень освещен в статье. Виды материальной помощи. Независимо от группы инвалидности, гражданин может выбрать один из вариантов социального обеспечения. Эта социальная выплата не зависит от трудового стажа, а размер привязан к прожиточному минимуму. Основное условие – пенсионер не должен быть трудоспособен. И трудовая или страховая выплата назначается при наличии трудового стажа, хотя бы один день, при этом группа инвалидности не учитывается. Срок рассмотрения заявления на получение страховой пенсии – 10 рабочих дней, еще 5 дней дается на уведомление заявителя о принятом решении. По нетрудоспособности может быть назначен следующий вид пенсии: трудовая, государственная, социальная. Размер пенсии по инвалидности рассчитывается как ЕДВ плюс социальная пенсия, ЕДВ плюс трудовая пенсия. Социальное обеспечение по инвалидности выплачивается независимо от возраста, но гражданин РФ обязан постоянно проживать на территории страны. Размер пенсии инвалидам третьей группы. Ежемесячный размер социальной пенсии по инвалидности третьей группы с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года составляет 4491 рубли 30 копеек. Такой же размер выплачивается и для инвалидов третьей группы с детства. Гражданам, получающим пенсию, дополнительно доплачивают так называемую фиксированную выплату. Размер фиксированной выплаты у разных категорий граждан отличается. Фиксированная выплата зависит от числа иждивенцев на обеспечении пенсионера, а также размера базовой фиксированной выплаты, которая ежегодно индексируется. С 1 января 2020 года размер базовой фиксированной выплаты составляет 5686 рублей и 25 копеек. За каждого иждивенца пенсионный фонд доплачивает 1/3 от базовой фиксированной выплаты, но оплачивают не более чем за 3 иждивенцев. Если оба родителя пенсионеры, то доплата за иждивенцев положена обоим. Гражданин, имеющий инвалидность третью группу, получает половину от фиксированной выплаты, что составляет 2843 рубля и 13 копеек. Дополнительно к этой сумме добавляется доплата за иждивенцев. За одного иждивенца треть от фиксированной выплаты, что равно 1895 рублям и 42 копейкам. За второго иждивенца 2/3 от фиксированной выплаты, что равно 3790 рублям и 83 копейкам. За третьего иждивенца размер полного размера фиксированной выплаты, что равно 5686 рублям и 25 копейкам. В итоге общая ежемесячная пенсия состоит из 4491,3 рубля плюс 2843 рубля и 13 копеек плюс доплата за иждивенцев плюс ежемесячные денежные выплаты плюс ДЭМа и региональная доплата. ДЭМа – дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, которое получают некоторые категории граждан. Основным условием является гражданство РФ. Выплата ДЭМа производится пенсионным фондом одновременно с пенсией. Размер ДЭМа 500 и 1000 рублей. Выплату получают инвалиды Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие во время боевых действий, а также вдовы погибших во время боевых действий. Региональная доплата. Федеральная доплата начисляется только тем пенсионерам, кто получает денежное содержание ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. Размер региональной доплаты рассчитывают по формуле: прожиточный минимум пенсионера за минусом социальной или страховой пенсии и различных денежных компенсаций. Алгоритм и формула расчета пенсионных выплат. Гражданин, планирующий получать социальную или минимальную трудовую пенсию, может рассчитать размер заранее, поскольку ежемесячная денежная выплата является фиксированной величиной. Если гражданин имеет трудовой стаж, то его следует учесть при расчете трудовой пенсии, используя специальную формулу. Не забывайте, что получить любую информацию о размере пенсионных выплат всегда можно, обратившись в территориальный пенсионный фонд. Формула для вычисления трудовой пенсии с учетом стажа рассчитывается как объем пенсионного капитала в системе пенсионного фонда, поделенный на фиксированный размер обеспечения по старости.
и отношение наработанного страхового стажа к 180 месяцам. К полученной цифре прибавляется базовая ставка пенсионного обеспечения для работающих инвалидов третьей группы. Ежемесячные денежные выплаты. Ежемесячная денежная выплата предоставляется отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, а также лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. Для различных категорий граждан размер ежемесячной денежной выплаты отличается. Инвалид третьей группы, кроме ежемесячной денежной выплаты, получает набор социальных услуг. Размер выплаты может быть увеличен при отказе от одной из услуг социального пакета. Ежегодно 1 февраля происходит индексация размера ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом пенсионного фонда. Набор социальных льгот включает в себя лекарства по рецепту врача, получение бесплатно или со скидкой в 50%, а также бесплатный проезд на общественном и пригородном транспорте. Кроме этого, гражданин имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Гражданин сам принимает решение, получать льготы в денежном или натуральном выражении. После решения, нужно написать заявление в пенсионный фонд, указав форму получения этих льгот. За получением ежемесячной денежной выплаты можно обратиться в пенсионный фонд, в многофункциональный центр, через Почту России, через сайт госуслуг или сайт пенсионного фонда. При обращении за ежемесячной денежной выплаты, необходимо предоставить документы. Заявление, паспорт, подтверждающее право на получение выплаты. В заявлении указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, почтовый адрес места жительства или фактического проживания, местонахождение пенсионного дела и другие реквизиты. Подробнее можно посмотреть на сайте lop.ru. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней с момента подачи. После рассмотрения заявления, заявителя проинформируют в течение 5 рабочих дней о принятом решении. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за выплатой, на весь срок, пока гражданин имеет право на эту выплату, но не ранее возникновения права на указанную выплату. Доставка ежемесячной денежной выплаты происходит за текущий календарный месяц. Пенсионеры получают выплату одновременно с пенсией. Способ доставки такой же, что и у пенсии, но его можно изменить, написав заявление в пенсионный фонд. Если гражданин не является пенсионером, то нужно написать заявление о способе доставки социальных выплат. Способы доставки: Почта России, банк или иная организация, занимающаяся доставкой пенсии. Отказ от набора социальных услуг. Гражданин вправе отказаться от социального пакета как полностью, так и частично, при этом произойдет перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты. Для этого в заявлении, подаваемом в пенсионный фонд, нужно указать, какие льготы нужно заменить на денежный эквивалент. Для изменения социального пакета, нужно снова подать заявление в пенсионный фонд. Размер ежемесячной денежной выплаты для инвалидов третьей группы. Размер выплаты ежегодно индексируется с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. В период с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года ежемесячная денежная выплата для инвалидов третьей группы установлена в размере 1236 рублей. Денежный эквивалент набора социальных услуг в период с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года составляет 1121 рубль 42 копейки. В состав набора социальных услуг входит врач-лекарственные препараты, или эквивалент в размере 863 рубля и 75 копеек. Санаторно-курортное лечение, или эквивалент в размере 133 рублей и 51 копейки. Бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, или эквивалент в размере 124 рублей и 5 копеек. При отказе от одной из услуг социального пакета, размер ежемесячной выплаты увеличится на эту же сумму. Льготы инвалидам третьей группы инвалидности. Граждане с инвалидностью третьей группы могут воспользоваться следующими льготами. Налоговыми: не платить госпошлину при получении ордера на жилое помещение. Не платить госпошлину при регистрации своего дела в налоговом органе. Получать скидку по земельному налогу до 10 тысяч рублей. Получать налоговый вычет по НДФЛ каждый месяц 500 рублей. При приобретении имущества, освобождение от уплаты транспортного налога, если мощность автомобиля не превышает 100 лошадиных сил. Освобождение от подоходного налога. Образовательными: поступать в высшие и средние учебные заведения вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.
Получать стипендию. Трудовыми. В виде ежегодного отпуска продолжительностью 30 календарных дней. И отпуска до 60 дней без оплаты, для лечения в стационаре или санатории. Получение путевок со скидкой. Право не работать по праздникам и в ночные часы, не предоставив согласия. Оплата лечения работодателем в случае производственной травм или профессионального заболевания. Жилищными, при покупке жилья и земельного участка. Коммунальными, возвратить часть средств на оплату услуг или топлива. Медицинскими, бесплатное протезирование или со скидкой. Бесплатное лечение в профилактории или санатории. Получить медицинские услуги и аппараты, бесплатно, либо со скидкой. Неработающие могут покупать медикаменты за половину их стоимости. При пенсии ниже минимальной, получать необходимые лекарства бесплатно. 50% скидка на приобретение ортопедической обуви. Часто задаваемые вопросы. Положено ли пособие по уходу за инвалидом третьей группы? Нет, пособие по уходу выплачивается только за первую группу инвалидности и за ребенка-инвалида. Может ли инвалид третьей группы получать пособие по безработице? Гражданин, имеющий инвалидность третьей группы, может встать на учет в Центре занятости и получать пенсию по инвалидности и пособие по безработице. В Центре занятости могут отказать в регистрации только при условии, что гражданин получает страховую пенсию по старости или не способен осуществлять трудовую деятельность. Выплачивается ли пособие работающим инвалидам третьей группы? Независимо от того, работает гражданин или нет, у него есть право в получении денежных доплат и льгот по инвалидности третьей группы. Какое пособие и льготы положены инвалидам третьей группы? В текущей статье детально разобраны все денежные выплаты и льготы для инвалида третьей группы. Какие пособия положены инвалиду третьей группы с детства? Размер денежной выплаты такой же, как и у инвалида третьей группы. Если обратиться за пенсией по инвалидности спустя несколько месяцев после получения инвалидности, выплатят ли деньги за прошедшие месяцы? Нет, выплаты начнутся с даты подачи заявления, а предыдущие месяцы не оплатят. Какие льготы при оплате ЖКХ положены инвалидам третьей группы? Обратитесь в соцзащиту для получения компенсации в размере 50% от стоимости оплаты за капитальный ремонт жилого дома, электроэнергию, холодную и горячую воду, отвод стоков холодной и горячей воды, отопление, вывоз отходов, компенсируют не в всех регионах. Информацию можно уточнить в Пенсионном фонде. Информация озвучена в январе 2020 года, и как любая юридическая информация быстро устаревает, поэтому за получением актуальной информации обращайтесь на сайт lopen.ru.